Зимой 2011-2012 годов Россию захлестнула волна протестов. Здесь это называли в тот момент «снежной революцией». В Москве и крупных городах страны несколько месяцев шли масштабные митинги, и поводом для этого стала фальсификация выборов в парламент, в Государственную Думу. И главным требованием митингующих стали либеральные политические реформы, возвращение честных выборов, свободы слова, гуманизация законодательства. Тогда революции, как бы она ни называлась, не случилось. Наоборот, власть еще сильнее сжала руку на шее гражданского общества. Мне хотелось и тогда, и после, когда я начал работу над текстом, осмыслить этот опыт, посмотреть с разных сторон линий фронта на эту ситуацию. Так случилось, что в тот момент, в момент протестов, я работал специалистом по политическому пиару и видел многое, о чем еще довольно мало сказано в отечественной литературе, а о чем-то, возможно, не сказано совсем. Один из ключевых вопросов романа «Средняя Эдда» — как вести себя, если зло, то, что ты считаешь злом, победило. И что делать, если ты сам часть этого зла, плоть от плоти той системы, которую хочешь разрушить. Мне хотелось продемонстрировать те настроения, то отношение, которое в том числе в правящем классе вызывают протесты. Мне хотелось осмыслить эту историю с тем, чтобы мы, может быть, перестали ходить по кругу, потому что в отечественной истории это довольно частое явление. В российской ситуации, но не только в российской, эта ситуация довольно глобальна, наблюдается кризис образа будущего. Когда-то был общий гуманистический образ того, как в будущем будут улучшаться общественные отношения, будут улучшаться взаимоотношения между нациями. Будет происходить дальнейший технический прогресс, который улучшит и человеческую природу, очевидно. Этот образ будущего в настоящий момент распался. Но на постсоветском пространстве эта ситуация усилена еще и тем, что во многих странах образовалась персоналистская автократия, когда говорить про будущее невозможно еще и потому, что это табуированная тема, потому что нельзя говорить о будущем без нынешнего руководителя. Это невозможно. В этом смысле мне кажется, что «Средняя Эдда» показывает, что то, что кажется монолитом, то, что кажется черной крепостью, совершенно неприступной и невозможной, может рухнуть как карточный домик. В этом смысле «Средняя Эдда» — утешительная книга. Мне кажется, что это книга про то, что мы сами немного преувеличиваем свой страх, и он начинает тогда иметь над нами силу. Это история про то, как можно избавиться от своего страха. Поэтому я надеюсь, что эта книга как раз об этом, об избавлении от страха, которое поможет, в общем, перейти в то будущее, которое мы еще, может быть, пока даже не очень хорошо представляем, но на которое мы хотели бы надеяться, я надеюсь.